Я 3D-художник, и я превращу двух мобов в их суперсильные версии себя. И даже настоящий разработчик модов оценит мои старания от 1 до 10. И они получились намного лучше, чем я мог ожидать. Поэтому, если тебе нравится, ты знаешь, куда же. За пару лет я разработал кучу боссов, и многие из них были отличными, а другие... еще лучше. Но за все это время меня не попросили сделать хоть одного для какой-нибудь компании. До сегодняшнего дня. Какая компания в здравом уме попросит сделать для них Майнкрафт-босса? Хуйверс, а.к.а. создатели Genshin Impact. Первого моба, которого я бы хотел изменить, слизь. Он всегда был в моем списке. Но как-то не дошли руки. Для начала нужно смоделировать слизня. Со слаймом и все. Но в Геншине тоже есть слаймы. Окей, придется постараться сильней. Я сейчас очень нуждаюсь в вдохновении, поэтому я решил поиграть в Геншин полчасика. Но что-то пошло не так. Но теперь, когда мое обучение завершилось, вот моя идея. Вот эти чувачки. Гипостаты. И они бывают разных элементов. Элемент огня или элемент скалы. И теперь элемент слизи. Я разбил куб на 8 частей, раскрасил его рунами, и вот что я придумал. Я назову ее слизи-маткой или слизневым королем. Все будет начинаться как обычно, но потом он зловеще поднимется в воздух и разобьется на 8 частей. И знаете, я даже заставил некоторые из них слипаться, как будто слайм держит его изнутри. Я не в коем случае не аниматор, но мне кажется, что мою руку направляет сам Уолт Дисней. Ладно, скажи мне, разве это не круто? Он охраняет этот алмаз в центре, который получает урон, если вы по нему попадете, но на самом деле он ничего не делает прямо сейчас, что неприемлемо. Я собрал команду исследователей, чтобы отправиться за новым вдохновением. Следи за шлепком. Каким шлепком? И в этот момент мне пришла гениальная идея. Эти хипостаси... Блин, я не знаю, зачем я это начал. Они превращаются в разные объекты для своих атак. Валун, кулак, щупальца, ножницы. Как хочешь их называй, так во что же хочет превратиться слизь? У меня есть пара идей. Не парься, это всего лишь рука. Хоть и слизь стреляет прямо из пальца. Тут даже есть анимация, через которую это все происходит. Блин, это немного мерзко, но знаешь, мне это нравится, так что можешь меня ненавидеть. Еще я придумал вариант, где они собираются в стену и падают на игрока. Но там есть отверстия, которые помогут избежать ему урона. Ну и конечно же, когда она падает, она распадается на 172 отдельных слайма, где и наносится основной урон, пока он не соберется вновь. Доп скиллы включают в себя удар кальмара, взмах мечом и щелбан почти как этот. И в финальной стадии босс группируется в ракету, которая летит вверх, лишь для того, чтобы потом рухнуть и взорваться. Боже, как я устал все это делать. Ну а перед тем, как мы продолжим, я хочу попросить вас поставить лайк и подписаться на мой канал. Ведь всегда можно отписаться, а так вы будете уверены, что увидите новые видосы вовремя. Итак, вернемся к видео. Чтобы впечатлить мододела, мне понадобится больше, чем один босс. И следующим мобом станет железный голем. Я помню до сих пор моды, которые добавляли кучу типов новых големов, но я сделаю намного лучше. Для вдохновения я использовал Стража Руин из Геншина. Он сделан из крутых механических деталей, а еще он крутится. Это крутая база для нашего голема. Я начал с того, что начал создавать его каркас. Начал добавлять многие детали, которые будут шестеренками или еще чем-то. Обычно я пытаюсь использовать минимум деталей, но здесь это не прокатит. Я начал добавлять мелкие детали типа пружин или выхлопных труб только для того, чтобы потом понять, что я сделал точную копию из Геншина. Но потом я решил применить специальную технику, дублировав ему руки, чтобы они были совсем не похожи. Просто забудь. В итоге получилось 140 кубов, что в 6-7 раз больше, чем на обычном боссе. И в 2-3 раза дороже яиц. Я добавил пару панелей для будущих виноградных лоз и деревьев. И теперь этот парень полностью готов к текстурированию. Обычно я использую настоящие блоки из Майнкрафта, и для этой палитры я использовал обтесанная ель, медь, мох и чернит. В общем, те же, что я использовал для этого крюка. Голема я буду делать в стиле стимпанк, поэтому я и украшаю его кучей деталей. И, кстати, узоры на его лице я придумал его сделать типа Виви из Portal 2. Обожаю этого парня. Текстурирование этого парня заняло несколько часов, и постепенно это становилось лучшей из моих моделей. Увидев это, я почувствовал себя как-никак уверенным. Но если я реально хочу впечатлить мододела и компанию, чей дизайн я просто украл, надо придумать что-то реально стоящее, чтобы выбивало его от остальных. Я не хотел к этому прибегать, потому что я презираю это каждой клеткой своего тела и просто ненавижу. Анимация. Она действительно стачивает мои шестеренки. Нужно постараться и сделать что-то стоящее со своей командой. А, ну да, моя команда это только я. Я схожу с ума. Дело в том, что циклы ходьбы состоят из двух поз, контактный и проходящий, которые в свою очередь перемещаются то вверх, то вниз. И это правило абсолютно для всего, для любых объектов. Все, что мне нужно, это сделать базовые позы, остальное блендер сделает за меня, но, как всегда, все пошло не так. По итогу она выглядела какая-то защемленная и неуклюжая, как я в средней школе. Я решил сделать еще дополнительные анимации для лозы, чтобы она шаталась при движении, и руки, чтобы двигались. Вы представляете,
кстати, я даже смог сделать так, чтобы они сжимались как пружинка. Это очень круто, но это еще не все. Я еще не закончил с этими выхлопными трубами, потому что сейчас они еще ничего не делают. Добавив частицы и систему турбулентности, мы получили... Блин, ну вы серьезно? Но добавив другой дым, все получилось. Я еще немного перерабатывал всякие мелкие детали, чтобы это выглядело реально круто. И мне очень нравится. И пускай это все равно очевидная копия, она достаточно крута, чтобы компенсировать это. И не успел я заметить, как наступил тот день, когда мододел оценит мою работу. А что ты знаешь о Genshin Impact? Как бы все. Мне нравится, это прикольно. По крайней мере, это выглядит более интересно, чем прыгающая слизь. Абсолютно все анимации, которые ты сделал, выглядят плавно и естественными. А атака со стеной мне напоминает мини-игру Mario Party 4, которую я, кстати, играл. Знаешь, тестя ее, тебя как будто что-то отвлекает. То ли этот сюрреализм, тебе надо или к нему наоборот склоняться, или наоборот от него отстраняться. Моя оценка будет 7, потому что художественная мысль немножко разобщена. Может быть, если бы он менял цвет во время своих фаз или других разных атак, было бы намного лучше. Ну и я так, чисто накидываю. Окей, первое, что бросается в глаза, это 4 руки. Я люблю все, что имеет 4 руки. На дым очень приятно смотреть. Вообще, все, что касается этой анимации, она просто очень приятная. Кстати, я сейчас заметил то, что руки пружинят и туловище немножко покачивается. Это на самом деле супер-мега выглядит. То, что это так продумано и реализовано. Еще здорово выглядит то, что он как бы замшелый. Это хорошо сочетается с медью. Кажется, что он буквально 200 лет простоял под каким-то деревом и вот-вот пошел. По поводу того, что можно было бы улучшить. Мне не очень нравится то, что он очень большой для Майнкрафта. И игроку бы пришлось бы очень сильно дотягиваться до него и танцевать какой-то брейкданс вокруг него. А если так? Да, в принципе, это хороший вариант, и я отзываю свою жалобу. И мне придется накинуть тебе еще полбалла. В итоге я тебе ставлю 8,5. Блин, я только не понимаю, зачем ты этим занимаешься. Я просто хочу сделать около сотни крутых детализированных боссов с крутыми звуками. Чувак, похоже, ты просто хочешь делать модельки для игр. Этим я в очередной раз произвел впечатление на разработчика модов, и Геншину тоже понравился их моб, хоть он и довольно склизкий. Мы уже близко к цели, но я не сдамся, пока не буду выбивать 10 из 10 каждый раз.